do not intimidate me. When I'm holding them, they should. Gunfire is not hellfire. I thought Shirai Ryu were mercs. You understand little, Black. I've killed people for being less rude. You live life alone. Hard to kill a man with nothing to lose. Even harder, a man with family. Don't suppose you'd teach me that rope spear? And divulge Shirai Ryu's secrets? I can make you share, Scorpion. Всем привет, с вами Легендас, и это вторая часть нашего подкаста с англоязычным ютубером ManWithNoGame45, в котором нам также помогал мой подписчик NK в качестве переводчика. Приятного просмотра. Welcome Legendas and NK. NK, thank you very much for serving as our translator today. Что тебя подвигло начать YouTube-канал и делиться опытом с комьюнити? Могу сказать для себя, что я начал делиться опытом больше в Твиттере с комьюнити Mortal Kombat. Какие-то маленькие ролики добавляю, открывая паки и так далее. И потом у меня был друг KC Mobile Gaming, который помог мне создать YouTube-канал. И так я начал создавать парочку видео, одно за другим. И так плавненько я перешел в, скажем так, создателя контента. И хотелось бы узнать твою историю. По созданию стало причиной того, что было отсутствие каналов именно с гайдами, которые могли бы внятным, четким руководством рассказать новичку, что ему нужно делать и какие ошибки ему не стоит совершать. К сожалению, мне пришлось учиться на своих ошибках, и мой путь был, так сказать, долг и тернист, и он как бы до сих пор таким и является, потому что я выбрал путь новичка. Что я имею в виду? То, что я никогда не останавливаюсь в изучении игры, я продолжаю себя позиционировать как новичок в Mortal Kombat Mobile, потому что в этой игре слишком много всего, я пока еще не знаю, и это является таким неким стимулом, и именно такой стимул помогать людям подвиг меня создать свой YouTube-канал, на котором я бы мог бы делиться своим опытом и помогать другим. Я бы хотел тебя спросить насчет того, помнишь ли ты и имеешь ли ты какой-то такой особенный, запоминающийся бой, которым бы ты как бы поделился с комьюнити и который ты лично испытываешь какой-то вот особую, ну не то что любовь, но именно то, что тебе запомнился, то, что какой-то бой конкретно в бою, который тебе очень сильно запомнился. Для меня это была башня Черного Дракона. Это был бой 200-й, то есть фатальная башня, который я прошел за 1 минуту. Для меня это было очень запоминающееся, потому что там как бы все течения обстоятельств случились, и все сработало как надо, и я сыграл очень хорошо, и это был просто невероятный результат, чем я очень-очень сильно как бы горжусь и удивлен пройти это за 1 минуту. Я даже помню, что даже Starring Sky это видео показывал на своем канале, и даже многие люди говорили, что я хакер, что это невозможно. Какая у тебя была самая запоминающаяся битва? Я не могу сказать, что прям у меня какая-то только одна есть битва запоминающаяся, но в любом случае особое место всегда будет занимать та самая первая победа, которую ты одержал. Для меня это была башня Lin Kuei, 194-я битва, которую многие игроки помнят и еще больше ненавидят. Это был первый запуск башни Lin Kuei. Это была команда МК-11 в составе Jade МК-11, Скорпион МК-11 и Кабал МК-11. Модификатор Ярость, где противник очень быстро накапливал энергию и практически не переставая использовал рентгена. И для многих игроков этот бой оказался просто непроходимым. Как ни странно, мне удалось победить эту битву своим Скорпионом МК-11, когда он у меня
еще был второго слияния, и для меня это была первая невероятная победа, потому что для меня казалось точно так же, как и для многих других игроков, практически невозможно сделать таким слабым персонажем, и именно как раз эта самая битва, она занимает особое место, но я хочу сказать, что в других башнях также показывал особые невероятные битвы, где очень хорошо раскрывал сильные пассивные способности каждого персонажа. Каждая битва, она по-своему хороша и по-своему сложна, и поэтому нельзя сказать, что какая-то битва была легкая, а какая-то была тяжелая. И в то же время я знаю, что Man with No Game также проходил 194-ю битву в башне Линквей. Он прошел этот бой с серебряными персонажами, и когда я это увидел, спустя такой большой промежуток времени, имея уже более-менее хороший опыт в игре Mortal Kombat Mobile, до сих пор вызывает огромное уважение. Я рад, что есть такие игроки, которые умеют ломать стереотипы и шаблоны, показывать, что есть люди, которые умеют и хотят побеждать. Это была сложная битва, я согласен, и я даже тратил очень много попыток. Естественно, это было не за одну, возможно, больше, чем 10, но мне всегда нравилось как бы выпускать вот такие какие-то видео, делать определенные испытания и челленджи для самого себя, потому что это очень классно и интересно, и брать риск на себя, и этот драйв, он как бы, конечно, уникальный опыт, и экспериментировать с разными персонажами, чтобы получить, вот этот драйв. Продолжая на следующий вопрос, я бы хотел тебе задать вопрос насчет твоего контента. Что дает тебе наибольшее удовлетворение как создателя контента, и что тебя до сих пор держит для того, чтобы продолжать выпускать определенные ролики, потому что на сегодняшний момент это немного сложно сделать. Скажу за себя, например, даже когда я делаю гайды и помогал новичкам, то разработчики сейчас как бы закручивают гайки и убирают некоторые механики, которые были возможны до этого, что как бы тонко намекает, чтобы мы больше покупали снаряжение паки на снаряжение, и то, что очевидно, что их цель — это как бы уничтожить эти вот определенные вещи и определенные пути лазейки. Поэтому интересен твой опыт, твое мнение насчет этого, и почему ты все равно выпускаешь видео. Я пока еще выпускаю видео, потому что на данный момент механика игры не до конца сломана. В каком плане сломана? Пока есть варианты использования пассивных способностей персонажа в рамках игровой механики без использования багов и читов, а именно с умным подходом особенностей каждого персонажа, я еще пока вижу смысл что-то выпускать. Но как долго продлится это, я не знаю, и с каждым новым обновлением мы становимся больше зависимы не от знания и умения игрока, а именно от того, насколько мы сильно донатим в игру. И это, к сожалению, меня очень сильно расстраивает. Также по этой же причине я был очень сильно разочарован, поэтому я отписал Man with No Game о том, что, видя всю эту ситуацию, я очень сильно разочаровался в самой игре, то именно то, за что я ее очень сильно любил, именно за уникальность игровой механики, где умение игрока выше, чем кошелек, и что если ты знаешь и умеешь играть, то даже используя персонажей не максимального уровня слияния, ты можешь добиваться хороших успехов. Да, как раз возвращаясь к твоему последнему комментарию, поговорим про будущее об этой игре, да, как бы видя, что они делают. Как ты думаешь, во-первых, я помню, что ты сказал в одном из комментариев под видео, что твое пламя немного погасло, и оно или гаснет, или уже погасло. То у меня несколько вопросов. Во-первых, что можно было бы сделать в игре, чтобы вернуть это пламя? То есть до этого мы говорили немного о плачевной ситуации, о какой-то негативной ситуации в игре, которая нам не нравится, но что они бы могли сделать? То есть что-нибудь одно, можно назвать одно главное, одну какую-то главную вещь, которую, по твоему мнению, можно было сделать или переделать, или внести в игру, которая бы изменила игру в лучшую сторону, и почему? И
которая бы вернула как бы твое прежнее пламя к этой игре обратно. Если бы я мог бы повлиять на вектор улучшения игры Mortal Kombat Mobile, я бы сделал все-таки возврат к уникальности механики, где мы можем полноценно использовать уникальные способности персонажей, где мы действительно, открывая какие-то новые синергии, мы вдохновлялись своими победами, своими новыми идеями, делились бы с другими игроками. В качестве поощрения за хорошую работу мы бы благодарили разработчикам покупкой донатных паков либо со снаряжением, либо, возможно, разработчики бы пересмотрели свой подход к игре и выпустили бы какие-то паки с визуальными составляющими для игры, да, чтобы они не влияли напрямую на игровую механику, а лишь меняли только визуальная составляющая игры, и тогда донат был бы не рабством, а был бы уважением и благодарностью от игроков для разработчиков. Все были бы счастливы и довольны. Я абсолютно согласен с тобой. Не могу добавить больше насчет этого предложения, что добавление косметики как бы помогло разгрузить игру, и то, что ты получаешь какое-то визуальное дополнение, визуальное удовлетворение, но не получаешь каких-то огромных игровых преимуществ. И мы видим, что мне бы хотелось, чтобы они поменяли свою финансовую модель и бизнес-модель в целом, потому что что сейчас происходит, это неутешительно, и мы видим, что много игроков уходит, что просмотры падают, они ничего особо не делают с этим, им нужно добавлять больше нового контента, потому что мы знаем, естественно, мы не имеем инсайдерской информации, как игроки, но мы примерно можем знать, потому что существуют разные сайты, где мы можем примерно видеть доходность игры, да, и мы видим, что доходность игры с обоих iOS и Android где-то 1,5-2 миллиона долларов. И думая об этих деньгах, мы не видим выхлопа достаточного от разработчиков, чтобы инвестировать в эту игру, добавлять новые вещи, то есть достаточно ресурсы, чтобы развивать эту игру. И вот этого очень не хватает, и этого не то, что они делают, это недостаточно, и поэтому у меня есть даже сообщение для разработчиков. Если они думают, что или считают эту игру действительно доходной, и то, что они хотят сохранить, они должны больше вкладывать в эту игру, добавлять новый контент, особенно контент free-to-play, то есть не за деньги, за просто времяпровождение в игре, потому что то, что сейчас происходит, это больше как скам, когда ты проходишь вот эти сложные бои, например, в башнях, да, и ты получаешь все эти шансы, продажи персонажа, то есть награды должны быть гораздо лучше. Я еще думаю, что в прошлом, я не знаю, естественно, может быть, ты не играл в это, потому что это было до 2.0, у нас был такой маленький режим, более для нашего комьюнити, который назывался как бы паки альянса, когда мы набирали очки, и мы могли призывать своего друга в бой, чтобы он сделал X-Ray, рентген, и такая маленькая вещь, как помощь комьюнити, это уже был первый шаг, и он надеется, что-то подобное будет сделано в будущем в игре, потому что действительно то, что этой игре сейчас катастрофически не хватает, это какой-то вот коллаборативный режим, какие-нибудь рейды, например, как в Injustice 2, какой-то новый игровой режим, может быть, кланы, какие-то элементы коммуницирования, какие-то элементы комьюнити, которые могли бы сподвигнуть и изменить игру в лучшую сторону, добавить какой-то глубины этой игры именно на этом уровне. И мне очень интересно услышать твое мнение, какой бы новый режим ты бы хотел видеть в игре. Да, я полностью согласен с Man with No Game, что игре Mortal Kombat Mobile не хватает социальной составляющей, где бы мы могли бы быть более тесно связаны коммуникации в самой игре. Яркий тому пример мой опыт игры World of Warcraft, где сама механика игры подталкивает на общение игроков друг с другом, общаться не только в обычном чате, но и также общаться в
voice-чате. К сожалению, игра World of Warcraft со временем больше стала как синглплеер. За счет этого она очень сильно потеряла в подписчиках. Игра стала менее интересной, и именно коммуникация между персонажами, она может, так сказать, стимулировать игроков того, чтобы они играли, и будет вызывать у них гораздо больше интерес к игре. А что касаемо новых режимов, я буду рад любому новому режиму. У меня пока нет каких-то идей, вот, какой бы режим можно было бы приготовить. Я готов даже на какие-то неудачные эксперименты со стороны разработчиков, да, потому что я могу понять ошибки, но я не могу понять бездействие. То есть, когда ничего не происходит, когда ничего не делается, и когда что-то сломано, не исправляется, и делают вид, как будто все хорошо. Вот именно этого я понять не смогу. Да, спасибо за твое мнение. И я бы не сказал лучше также насчет этих багов, потому что, мне кажется, никто бы не был против, если бы они просто закрыли игру на 2 дня, на 1 день, даже, может, на неделю, но просто чтобы пофиксить все свои лаги и баги. Мне кажется, все игроки бы только обрадовались, никто бы не был против. И мы подходим к концу нашего подкаста на этой, скажем так, ноте. И я бы хотел просто добавить от себя, что, несмотря ни на что, мы все равно любим эту игру. Все мы, и я бы хотел сказать спасибо тебе и всем игрокам и подписчикам, которые будут слушать этот стрим. Также другим людям, и мы будем все равно находить что-то в этой игре, что нас будет продвигать для того, чтобы прогрессировать дальше и продолжать. Но, естественно, нам необходима помощь разработчиков. Нам нужно знать, что они тоже думают так, и они хотят делать эту игру лучше, и они должны нам помочь в этом, потому что иначе никак. И я бы также хотел сказать огромное спасибо Легендасу и НК в частности за перевод, потому что я знаю, что это очень сложно переводить с 2 языков одновременно, скомпоновать все в голове и держать все. Поэтому тебе огромное спасибо. И также хотел бы, может быть, ты бы хотел поделиться своим мнением и завершить этот подкаст, предложить свои контакты Ютуба или Твиттера и так далее. Да, конечно, я хотел бы подвести итог нашего подкаста, хотел бы на такой позитивной ноте, хотя у нас подкаст был такой довольно-таки напряженный, не очень приятные темы мы здесь затрагивали. Хотел бы сказать, что несмотря на то, что мы получаем такой негативный опыт от игры, вот, хоть мы и любим эту игру, жизнь нам постоянно напоминает, ничто не вечно, и нужно ценить каждый момент и благодарить разработчиков за то, что они создали игру Mortal Kombat Mobile. Мы проводили в ней очень много классных минут и часов. Даже несмотря на то, что наши ожидания не всегда такие, какие бы мы хотели. Но не забывайте то, что ваша привязанность делает вас рабами своих вещей. И поэтому не нужно тратить свое время на сожаление, а лишь вспоминайте те хорошие моменты, которые были в игре Mortal Kombat Mobile. Делайте выбор оставаться в игре, либо переходить на какие-то другие новые проекты, как в одном очень классном фильме «Бойцовский клуб» была такая очень классная цитата, что лишь в тот момент, когда ты потеряешь все, ты станешь действительно свободным. Я хочу всем пожелать отличного настроения, здоровья, не нужно хейтить, делайте выбор. Если вам нравится игра, продолжайте в нее играть. Полностью согласен с тобой насчет того, что иногда нужно, возможно, многим игрокам нужно взять перерыв, как я это делал неоднократно, и это также полностью согласен с тобой, что это просто вопрос выбора, продолжать играть или нет. Игра очень динамичная, и наши цели и наши отношения к игре тоже может меняться в зависимости от того, когда мы возвращаемся или не возвращаемся. Мы можем к ей относиться более серьезно или менее серьезно. Это выбор каждого, это тоже меняется у нас в течение жизни, и
отношение к игре и времяпровождение в этой игре. Но я очень рад, что мы поговорили на этом подкасте насчет того, что мы любим и не любим про эту игру, что я очень рад, что вы оба были здесь сегодня, чтобы пообщаться. Было очень приятно. А перед тем, как закончить это видео, я бы хотел поблагодарить своих спонсоров, которые помогают и поддерживают мой YouTube канал. А если ты захочешь стать спонсором или помочь моему YouTube каналу, ты это сможешь сделать на сервисе Boosty, где, став моим подписчиком, ты будешь получать эксклюзивный контент, который не будет выходить на YouTube канале, а также сможешь получать дополнительные бонусы в виде доступа в закрытый чат Discord и упоминания в ролике как спонсор. Ссылку на сервис Boosty можно будет найти в описании к видео. Friendship. Aaron Black wins. Flawless victory. Это была вторая часть нашего совместного подкаста с ютубером Человек без игры 45, ссылку на которого вы сможете найти в описании. А также в описании вы найдете ссылку на всех ютуберов PMK Mobile, которые были указаны в этом видео. Обязательно загляните к ним в гости, передайте от меня привет и подпишитесь на их канал, ведь они делают действительно классный контент. Вторая часть совместного подкаста с Человеком без игры 45. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.